Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео опять по нашему другу Хаммеру. В общем, в принципе, что я вам могу сказать? Запускается он. И довольно-таки уверенно в моих руках. Я к нему адаптировался. Даю очень-очень плавно газ процентов до 25, а потом уже можно нормально работать. Если снизил газ очень сильно, то потом опять желательно плавно выводить. И, собственно, надоело мне вот этим вот моторчиком пользоваться, держать его в руках. Хочется сделать нормальную систему, чтобы все работало как прежде в автомате. К сожалению, пластмассовую приблуду, которая здесь стояла, я не могу установить. Она разрушилась, да и моторчик по размеру немножко больше, он туда не входит. Плюс новый бендикс, да и вообще здесь много чего нового. Новый корпус и будет новая деталь. Ну что ж, зарядил болванку, пошел процесс. Идет просто лютейшая экономия металла. Толщина стенки 0,8 мм. Деталь получается очень сложная. Точил несколько дней с перерывами. В общем, здесь несколько конических поверхностей. Есть куча сопрягаемых поверхностей. Вот это вот почти все. Весь этот сектор будет сфрезеровываться. Там внутри отверстия будут делаться. Вот эта привалочная поверхность должна сопрягаться с самой турбиной. Также сразу выточил за одну установку вот там внутри отверстие, то есть оно ступенчатое, внутрь уходит на 8 мм по диаметру. Ну и, собственно, надо теперь перевернуть и каким-то образом зафиксировать, чтобы можно было обрабатывать дальше. Похоже, что придется делать оправку и зажимать вот так. Да, и чтобы все это осуществить, приходится делать вот такие резечики. Это кусок быстрореза, то есть видите, как он туда заходит за угол. И точить иногда приходилось на обратных оборотах, чтобы делать конические поверхности. В общем, ну очень непростая деталь. Ну что ж, если все остальное также четенько получилось, то это очень круто. Оправка довольно-таки хитрая, она вот так просто не заходит. Нужно разогреть металл и напрессовать. Оп, и все, вообще без всяких проблем. Здесь все сходится, один и тот же диаметр, и буду зажимать вот так, полностью. Обтачивать буду алмазом, он создает наименьшее сопротивление резанию. Алмазом, конечно, очень красиво получается, но все равно оно потом тускнеет. Вот, например, как здесь, сверху тоже было обработано алмазом, но затерлось уже. Вот что мы имеем на данный момент. Сверлил отверстие по ходу пьесы, потому что туда никак не заглянуть. Здесь оправка, даже снять особо не получится. И, соответственно, бурил, чтобы контролировать толщину этой стенки. А теперь, ребята, мы, наверное, воспользуемся услугами гигантского фрезера. Ну вот, наконец-таки сделал оснасточку, чтобы закрепить вот это дело на поворотном столике. Оснасточка выглядит вот так. Все это пришлось сделать и подогнать заново. Также выточил блинчик крепежный. Ну, без него совсем никак. Вот. Сейчас по-быстренькому по токарному центру отцентруем. А потом прихвачу двумя гаечками.
И все будет жестко держать, можно будет фрезеровать как угодно, не боясь, что вырвет деталь. Ну вот, что мы имеем. Деталь только крутится по кругу, но никуда не ерзает. Перед этим, естественно, точно так же и сам поворотный столик выставил, чтобы все вращающиеся оси сошлись в одну. Все, процесс пошел. Немножко шумовато работает станочек. Ну, куда деваться. Разбиваю на 3 сектора. И пока думаю, может на 6 разбить, чтобы 6 лучей было. В общем, психанул, я решил сделать не 3, не 6, а целых 12 лучей. Мне кажется, так оно как-то будет поинтереснее. В общем, шумно, друзья. В таком шуме снимать видосы и вообще что-то делать очень страшно. Сам я в наушничках работаю. Пошел второй заход. Буду делать маленькие дужки. А потом лишнее отсекать. И мы увидим, что получится. Это еще не все. Нужно сделать, смотрите, сколько отверстий. И вот этот островок, куда прикручивается питалово для двигателя. Я уже все выставил с другой стороны и приступил к этому делу. Опять же, с помощью поворотного столика идет процесс. Ну вот, деталька полностью готова. Выпилил окошки под присоединение дополнительного оборудования и просверлил дырочки для крепления этой детали к двигателю. Единственное, что не сделал, это колпачок обтекатель. Ну, на данный момент нет такой болваночки, поэтому, к сожалению, точить не с чего. Кстати, ребят, деталь напоминает колесный диск. Ну что ж, можно уже попробовать поставить ее на хаммер и испытать. Вот так на площадку крепится питающий разъем для трубки. И сейчас мы можем закрыть все эти потроха. Далее идут крепежные винтики. И моторчик стартера. В общем, собственно, ради него все и затеивалось. Чтобы не вручную держать, а чтоб работал в автомате движочек. Ну что, ребят, давайте попробуем. Я, конечно, понимаю, что вы уже очень много сотен тысяч раз видели запуски этого движка, но не в таком исполнении. И давным-давно мы уже не видели в автомате, потому что он в свое время очень жестко упал с неба, разбился. И я поменял уже здесь где-то примерно и отремонтировал около 70% деталей. Да хотя бы вот возьмите, вот это новое, корпус новый. Моторчик со стартером, с бендиксом, тоже новый. Ну и куча починенных деталей. Сопло было сплющено, там сопловой аппарат и много-много чего еще. Он по-прежнему работает нестабильно. Иногда дает очень много жогова беспричинного. Надеюсь, в этот раз нормально запустится. У меня предположение, что он реагирует на погоду. Чем жарче погода, тем хуже он работает. Сегодня довольно-таки тепло, и есть смысл проверить. Все готово. Можно запускать. У меня тут так и стоит стенд уже несколько месяцев, на котором я его стартую и собираю статистические данные. Пылью весь покрылся, бедненький. Ну все, можно оживлять. Так, есть. Прокачиваем чуть-чуть топлива. Все вроде бы подключил. Все вроде бы на месте. Огнетушитель, если что, рядышком. И продувочный пистолет рядышком, на всякий случай. Потому что это очень стрёмный двигатель. Вы даже себе не представляете, друзья, сколько крови он испил за все время. Это шок просто. Аппаратура у меня в руках, и можно пробовать его теперь стартовать дистанционно. Ну что-то клацнуло. Ждем теперь.
можно посмотреть, как моторчик отрабатывает. Я его тут немножко примотал, вот дымок пошел. Пошел какой-то звук. Ну, это постоянно мы видим на канале. Ну вот так, ребят. Видите? Тепло на улице и все, что-то пошло не так. Мозги подают топливо, и он не глохнет. Вот жесть, а. Видите, мозги подают топливо по-прежнему. Почему, никто не знает. Все, отрубаем. Клемануло движок. А это говорит о том, что боль продолжается. Ладно, пробуем до победного. Будем притирать крыльчатку, раз ее клинит. Датчик оборотов опять сошел с ума. Третий подход пошел. Запустился, ребят! Даем жидкого. Все заглушил, идет автоматическое охлаждение моторчиком, маленьким стартерчиком. Все вроде бы нормально, но лукавить не буду, есть проблемы. Один моторчик у меня такой уже износился, это второй. А вот он первый, видите, какое отверстие, дупло гигантское. Хватило очень-очень примерно на 20 запусков. Здесь дупло побольше, здесь дупло поменьше. И еще кое-что выясняется, какие здесь проблемы с мозгами. В общем, выяснилось, если датчик оборотов показывает неправильно, а здесь это частенько бывает, и вы могли видеть на моем канале, то сколько бы мы ни перезапускали систему, включали, выключали, ничего не изменится. Я уже думал, проблема в каких-то внутренних потрохах. Думал, может, заливает его керосином внутри. Нет, друзья, это, похоже, просто воля случайности. Но если мы надолго оставим его, например, на полчасика, то он потом может загрузиться нормально, этот компьютер. Ну, сам компьютер, вот он, это только лишь показывает проблему. Вот, и все нормально работает. Так что вот как-то так, видите, приходится расшифровывать, приходится делать новые детали, восстанавливать все. Ну, не могу я успокоиться, мне он нравится. Ну, а на этом все, ребят. Кому интересно видеть турбореактивную тягу, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Ну, вот это вот безобразие я, естественно, доработаю, как появится болваночка нужного диаметра.